Danger. Скромность украшает, но оставляет голодным. Прежде чем стать королем, нужно стать рыцарем, что защищает. С опытом приходит и мастерство. Я повелитель клинка. Ну и что тут происходит? О, привет. Как что? Готовлюсь к обзору игры фэнтезийного жанра. Понятно. Бросай фигней заниматься. У нас полно работы. Всем привет! Вещает Панквинта, и это третий эпизод неизвестной версии. В этой рубрике мы проходим различные версии игр и сравниваем их между собой. Ранее мы уже рассмотрели демки и дримкастовский порт первого Half-Life, а сегодня мы перейдем ко второй части. У нас на обзоре Half-Life 2 для первого Xbox. История переноса второй части ничем не примечательна от слова совсем. Портированием в этот раз Valve занималась самостоятельно и без каких-либо далеко идущих планов. Релиз Xbox версии Half-Life 2 состоялся 15 ноября 2005 в США, через 3 дня в Европе. Любопытно, что всего через 4 дня, 22 ноября в США, на прилавках появляется консоль следующего поколения от Microsoft Xbox 360, до которой Half-Life 2 доберется только через 2 года. Ну и опять-таки закономерный вопрос. С чем сравнивать? Стимовская версия нам опять не подходит, она сильно свежая. Поэтому мы можем взять версию от Буки, лицензионного диска. Но мне это опять не нравится, поэтому нет. С другой стороны, у меня опять завалялась очень древняя версия, которая в принципе нам подходит. Только в этот раз это полноценная пиратка 2004 года. И вот ее, я думаю, мы и возьмем. Графической части будет несправедливо докапываться. Но мы же ради этого собрались, правда? Да и поговорить тут есть о чем. Valve пришлось сильно постараться, чтобы первый Карабас смог потянуть новенькую игру. И это не тот случай, когда можно ограничиться выкручиванием настроек на минимум. Слушай, тебя ничего не смущает? Нет. Я тебе подскажу. Дышать темно. Кажется, я понял, о чем ты. Не знаю, заметили вы уже или нет, но с картинкой коробочной версии что-то не так. Хотя, казалось бы, с чего? Консоль начала 2000-х, и формат 4:3 пока еще доминирует. Но при всем при этом консоль поддерживает HD и Full HD. Только вот ее наследница с прибором положила на это. И при эмуляции выводит картинку формата 4:3. Причем подвох я заметил не сразу, и на радостях кинулся на ПК проходить в схожем формате. Часа через 4 пришло осознание. Давай по новой, Миша, все хуйня. Так о чем это я? Ах да, все оказалось несколько сложнее. Порт лишился сглаживания, нормальной фильтрации, а также снизилась дальность прорисовки до степени Фриман забыл в стазисе очки. И из-за этого в паре метров уже нельзя нормально рассмотреть лица персонажей, и одновременно с этим можно рассмотреть совсем грубые модели для дальних планов, стоя в метрах 10. Хотя и совсем в минусах графика не выкручена. В игре работают тени, причем вполне хорошего качества. Текстуры, судя по всему, подгонялись индивидуально, под каждый уровень, с учетом производительности приставки. Как результат, одновременно в кадре будут как низкие, так и средние по качеству текстуры. С декорациями и юнитами поступили идентичным образом. Простые модели имеют средние, а остальные в основном уже низкие по качеству текстуры. И все бы хорошо, но частенько вы будете обращать внимание на нормально прорисованный ландшафт и одновременно мыльные шкурки различных декораций. И если ко всяким постройкам претензий нет,
то к размытым машинам на четкой дороге... I have several questions. Да как так-то? И почему их вообще тогда не убрать? Вообще-то их и так стало меньше. В угоду производительности разработчикам пришлось основательно прибрать некоторые локации от бесполезного мусора. То есть упор делался на декорации, не задействованные напрямую в прохождении. Банок, бутылок, бочек, стульев и тому подобного на уровнях стало в 1,5-2 раза меньше. Также разработчикам пришлось заморочиться со зданиями. В угоду оптимизации большое количество строений было переделано, начиная от других текстур, заканчивая упрощенной геометрией. При этом некоторые локации, судя по всему, обставляли заново. На это наводят по-другому наложенные текстуры всяких плакатов, мусора, ковриков и тому подобного. Тем не менее, картинка получилась весьма годной, учитывая, под какое железо это все делалось. Тем более, что на производительность это не влияет. FPS остается стабильным на протяжении всей игры, и даже в моменты заскриптованного экшена проблем не возникает. Поэтому это определенно зачет. Надеюсь, хоть тут все нормально. Внезапно, но да. К аудиочасти самой игры претензий нет. А вот с локализацией у нас снова все не слава богу. Дай угадаю. Традиционно корявая озвучка от пиратов с вагоном косяков. Это ж Half-Life 2. Тут Valve пошла по принципу. Но у нас с собой было. Радуйся, что ты тут не живешь. Building, then the whole block. Вот так всегда. Сначала Зачем им сюда приходить? Сбей ту вертушку и сможешь прорваться к базе Илая. A little more firepower going forward. Давай, подходи. Oh. Вот, взгляни. Черт, я думал, ты легавый. To make you forget. I don't even remember how I got here. Главная станция совсем рядом. But for the Underground Railroad. У них припасы для тех, кто хотят, полагаю, сирены по тебе. Позволь ему помочь тебе. Friend here, give you a jolt to get you going. Так что пираты остались неудел. Однако все равно что-то пошло не так. И безболезненно пересадить, пускай и не очень удачную, но готовую озвучку не вышло. Не буду утверждать, что это массовая проблема. Возможно, мне с билдом не повезло. Но на нескольких ресурсах я находил именно этот вариант. Пароль? Open the door. Причем проблема не постоянная. Хотя так можно сказать про всю локализацию. Да и порт вообще. В большинстве случаев все работает нормально. Но то и дело, оригинал прорывается наружу. А может, проблема с самой игрой? Заметь, опять пострадала только массовка. Основные персонажи от данного бага не страдают. И такая же ситуация с локализацией Valve. Ведите сюда машину, я открою ворота. Текстовая часть в принципе переведена нормально. Но угадайте что? Правильно. Местами перевод превращается в белиберду. И это странно, так как перевод перекочевал опять-таки с ПК. Впрочем, хрен с ним, не засрешь, не проживешь. Да и было куда интереснее проходить такие главы, как «А яед яль-дау-дау», «Галош яй-май» и мою любимую «Шадоид жато яйфельнольм». В этот раз с управлением все куда лучше. Что неудивительно, ведь у нас теперь джойстик ориентирован под шутеры. С большой натяжкой, но все же. Теперь нам не нужно постоянно переключаться между перемещением и стрельбой, так как теперь у нас полноценный контроллер. Однако я поймал себя на мысли, что управление стало приемлемым не потому, что оно идеально адаптировано под игру, а наоборот. Это может, конечно, показаться странным, но поиграйте подряд в обе части и прочувствуйте сами. Что бесило в первой части на Dreamcast? Платформинг разнообразный и многочисленный. Мы постоянно прыгаем, лазаем, ползаем. И частенько с риском умереть. В сиквеле нам приходится прыгать гораздо меньше. Активно скакать придется только в 3 главах. Но при этом смертельно опасных мест всего ничего. И вот в связи с этим уровни проходятся в разы безболезненней. И, как по мне, скучней. Последние 2 главы тому яркий пример. Одно оружие, куча брони, зарядники через каждые 10 метров. И беспомощные солдаты. Прям вершина казуальности.
И нет, я не пытаюсь обосрать игру. Я люблю все части Half-Life. Однако, пройдя игру 3 раза подряд, ловишь себя на мысли, что играется это все не совсем так, как раньше. Отсюда и такие выводы. Ну да ладно. Управление. И на первый взгляд все зашибись. Теперь можно быстро выбрать нужное оружие, а не листать весь список в поисках гранаты или лома. Управление можно перенастроить под себя, отрегулировать чувствительность. Но зверек заныкался и в этот раз. Начнем с того, что я не упомянул кнопки, отвечающие за зум и приседания. Они, как нетрудно догадаться, висят на стиках. Если к зуму у меня претензий нет, то к приседанию... А какого хрена? И я надеюсь, не один кого это бесит? Нет? Это все, конечно, вкусовщина, но по мне это крайне неудобно. И хрен бы с ним, если бы это можно было переназначить на другие кнопки. На фигушки, мучитесь. Программа максимум – это выбор между удерживанием и нажатием стика при приседании или зуме. Хотя, учитывая, что пользоваться ими приходится крайне редко, это не особо критично. Однако никуда не делась извечная проблема с камерой. В большинстве перестрелок вы гарантированно будете нарезать разнообразные геометрические фигуры в попытках навестись на врага. Проблема частично решается за счет огромного прицела автонаведения. Система визуально отличается от первой части, но суть та же. Безболезненная стрельба по неподвижным целям и бесцельная по маневрирующим. И то не всегда. Держитесь от врагов подальше, если не хотите постоянно гоняться за противником по экрану. Как бы то ни было, главное, что управление адаптивно и позволяет пусть и неспешно, но уверенно проходить игру, не желая смерти разработчику каждые 5 минут. Больше от порта в этом аспекте и не требуется. Все баги, продемонстрированные в данном ролике, возможно, являются следствием вмешательства джентльменов из Пиратской бухты и могут не встретиться в вашей копии игры. При первом прохождении коробочная версия поставила меня в неловкую ситуацию в конце главы через каналы. По какой-то причине в сохранении сломался физический движок с соответствующими последствиями. Подвох вскрылся в начале следующей главы, когда катер начал стабильно проваливаться под текстуры. И это не все. С горем пополам добравшись до ближайшей станции сопротивления, стало очевидно, что на Земле отключилась гравитация, и все декорации, отправленные в полет, устремились покинуть орбиту, от греха подальше. Осложнялось все тем, что перезагрузка не спасала, так как повреждался сам сейф, а значит и все прохождение. Проблема решилась благодаря возможности запуска новой игры с начала 4 главы. И хоть не с первой попытки, но пройти уровень без срабатывания режима невесомости у меня получилось. После этого подобная проблема больше не встречалась. ПК, в свою очередь, доставал всего одним багом, но зато каким. Данный вездесущий косяк был вполне типичен для многих пиратских версий первой волны, отрубающимся искусственным интеллектом. Хотя поначалу проблем не будет, так как пока игрок проходит уровни от начала до конца, не прибегая к загрузкам, искусственный интеллект отрабатывает штатно. И в теории, проходя уровни залпом и без фейлов, вы ни разу с этим не столкнетесь. При нажатии F5 боты выключаются и превращаются в пассивных наблюдателей. А вот после загрузки сохранения начинаются проблемы, так как нарушается работа части скриптов, отвечающие за перемещение ботов по локации. Проще говоря, враги будут топтаться на месте, а союзники с огромным трудом следовать за игроком, или вообще терять нить скрипта и руинить прохождение. И лечится это только перезапуском уровня сначала. Держите этот момент в голове. И в принципе это могло быть не так уж и страшно. Даже наоборот. У нас на отдельную кнопку выведен чит, упрощающий прохождение в разы. Но это сейчас, выяснив все опытным путем, видны одни только плюсы. А как 14 лет назад до этого дойти без интернета? Вот и я о том же. Первые 4 главы проблем не будет. А вот в Рейвенхольме мы хапнем сполна.
Под конец локации нам необходимо пережить атаку быстрых зомбей, пока отец Григорий поднимает к нам спасительную люльку. И если игрок еще не загружался по ходу карты, то все пройдет по сценарию. В противном случае обороняться не придется. Зомби появятся внизу, завоют, а потом наступит неловкая пауза. В данной ситуации триггер привязан ко времени и игнорирует факт отстрела зомби. В следующий раз, как нетрудно догадаться, будет наоборот. Вторая подстава поджидает нас в самом конце главы. Местный Леон должен связаться с Алекс и отдать нам багги. Сбой происходит, когда мужик должен дать нам войти внутрь помещения. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. А вот проскочить мимо него, не прибегая к консоли, уже не получится. Я пытался. Наконец, главный трындец поджидает нас в главе «Запутанность». Нам необходимо пережить 2 штурма с помощью турелей до прихода Алекс. Сначала необходимо удержать пункт управления, а потом тюремный блок. И вот тут вы встрянете надолго, поскольку 2 эти локации находятся на одном уровне. А значит, права на ошибку не будет. В отличие от Рейвенхольма, здесь скрипт завязан на врагов, а значит пройти дальше будет нельзя, пока мы всех не убьем. Думаю, вы уже догадываетесь, как это будет выглядеть. Вижу цель. 0Т-1-2. Вижу цель. 0Т-1-2. Вижу цель. Последняя 2-7. Хатар. Вижу цель. 1-9-1. Булат 0, цель не вижу. Вижу цель. 4-1. Да, они будут стоять на точках респауна, как прибитые, и засорять эфир. Выманить их оттуда не выйдет. Гранатами можно зачистить лишь некоторые коридоры. И ситуация осложняется тем, что отбить тюремный блок несколько сложнее, а между локациями еще и попрыгать придется. И даже если вы сможете перебить всех солдат, радоваться будет нечему, так как телепортированная на 2-й этаж Алекс, вместо того, чтобы спуститься к нам, впадет в аналогичный ступор с соответствующими последствиями. Проблемы будут и у Барни в главе за Фриманом. Перед тем, как разделиться, он должен разблокировать нам лестницу на крышу. И если мы облажаемся, то до панели вы его даже пинками не дотолкаете. Ты, кстати, кое-что забыл. На этом же уровне можно встретить аналог Бориса «Хрен попадешь». А почему его зовут «Хрен попадешь»? Потому что в него хрен попадешь, Ави. Я тебе покажу. Эй, с дороги! Не попался. Сволочь везучая. Отличий в этот раз настолько много, что все перечислять мы не будем. Тут есть все, начиная от разноцветных ящиков, заканчивая моими любимыми переделанными картами. Все эти изменения, как мы уже выяснили, связаны с оптимизацией. И поэтому подробно разбирать каждый пункт мы не будем. Мелкие изменения рассмотрим в формате Блица, так как на геймплей они не влияют. А часть вы и так уже видели. Помещение системы водоснабжения, Водоотведение. которая на ПК была заставлена бочками, изрядно опустела на боксе. Та же локация, соседнее помещение. Ради более удобного доступа перенесена задвижка, подающая воду. И восстановлена площадка. Продвигаясь дальше, мы выбираемся наружу и попадаем в канал, ведущий к станции 6. На боярском агрегате он прямой, просматривающийся в обе стороны. И это все один уровень. На Карабасе пришлось сделать П-образную вставку и отделить оставшуюся часть уровня. Идущая следом станция 6 тоже была перестроена. Вместо хлипкого забора возведены капитальные стены. Сама станция 6 не имеет прямого выхода к радиоактивной воде, а проход к катеру теперь идет через Г-образный коридор. Сильно поредели декорации на заднем фоне. Трубы, здания, антенны, деревья и тому подобное. На входе в здание управления первым шлюзом появилась стена, не позволяющая просматривать помещения с улицы, и наоборот. Локация сразу после шлюза подверглась небольшой перепланировке. Да это уже традицией становится.
Данная большая перегруженная перестрелками карта была разделена на две части. Однако из-за ее строения место склейки вышло особенным. Разрез пришлось сделать перед порогом реки, где простым П-образным коридором уже не обойтись. Поэтому, чтобы скрыть переход, был скопирован участок между шлюзом и порогом, а также между ними добавлен канал из самого конца карты. Идентичным процедурам подверглись места за лагерем сопротивления и за лагерем порта 5. Однако в этих местах изгаляться не пришлось. Первый тоннель немного удлинили, а второй даже не трогали. Только зомбей за угол передвинули. На первой заставе Альянса отсутствует бинокль, через который можно было рассмотреть новую Малую Одессу. Причина проста. База сопротивления и большая часть побережья оказалась на отдельной карте. В связи с этим рядом с заставой Альянса на берегу появилась небольшая гора, образующая ущелье, в которой разместили точку перехода. Битва с первым стражем муравьиных львов и лагерь вартигонтов переехали на отдельный уровень. Во время первого этапа штурма Новопроспект у нас в подчинении будет только 3 муравьиных льва вместо 4. Последняя карта в Новопроспект была разделена сразу после прачечной, с соответствующим удлинением коридора. Подобным образом распилили первую карту главы «Запутанность». Разрез прошел по коридору, который, правда, удлинять не пришлось. И следующая карта прошла через эту процедуру. Пресловутый этап с турелями разделили перед входом в блок D. Тут пришлось вставить очередной коридор. А вот на площади мы остановимся, поскольку это любопытный пример несогласованности разработчиков. За игру мы оказываемся в этом месте дважды. Проблема в том, что ответственных за эти уровни нужно было хотя бы познакомить. Причем не договорились авторы сначала при создании версии для ПК, а уже потом еще раз при переносе на Xbox. Так, идем дальше. Перебив охрану заставы Альянса, мы заходим в здание через второй этаж. И тут вновь внесли корректировки в расположение дверных проемов. В этом же здании появилась очередная точка перехода на лестничной клетке. На втором этаже Нексуса патруля томится всего 2 заложника вместо 3. И наконец перемещаемся в Цитадель. Здесь тоже пришлось разрезать карту на 2 части, благо в последний раз. Загрузка появилась перед битвой со Страйдером. И это только крупные изменения, бросающиеся в глаза. Но уже можно понять, какой объем работ пришлось сделать Valve, чтобы коробка смогла переварить их игру. Но дабы не растекаться по древу, переходим к итогам и смотрим на остальные отличия. В этот раз у Valve получился весьма неоднозначный порт. С одной стороны, мы имеем дошедшую до релиза и технически отполированную версию. Игра стабильно работает, и даже в моменты массового экшена FPS остается на должном уровне. Особенно порадовало отсутствие каких-либо серьезных багов. В случае с физикой спишем на пиратскую версию. Графически игра смотрится весьма достойно, учитывая слабое железо первого Xbox, которое по своим характеристикам в сухих цифрах не дотягивает даже до минимальных требований ПК-версии. Бонусом еще идет поддержка 16:9. С другой стороны, из-за всех оптимизаций, картинка стала слишком неоднородной. Разнобой в текстурах и моделях может вызвать у игрока диссонанс. Лично для меня все перечеркивает управление. Безусловно, оно стало во многом лучше в плане эргономики, но при этом и менее гибким в плане настроек. За назначение приседания на левый курок и невозможность перенастроить я бы программистам... Нет, нет, О, Господи! Они отрубили пальцы для боулинга! Порекомендовать к прохождению эту версию лично я тоже не могу. Трудозатраты на поиск диска или скачивание образа тупо не окупаются. Сейчас консольные версии каких-либо игр, зарекомендовавших себя на ПК, целесообразно запускать только при наличии в них принципиального отличия. Например, как эксклюзивного дополнения, эксклюзивных персонажей, улучшенной графики. Отдельной статьей еще можно выделить порты с неудобным управлением. Их полноценно проходить нет никакого смысла, но в качестве веселого аттракциона на пару часиков самое то. А в данном случае мы имеем хорошо скроенный и ни на что не претендующий порт для мелкомягких консольщиков, который должен был просто приподнять бабла. Ни меньше, ни больше.
А при таких данных нет никакого смысла сейчас тратить на нее время. Лучше поностальгировать на ПК. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. С вами был Панквинта и Притчер. До связи. Ебой! Это историческая хуйня. Ну, как бы история холодная.